Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Второй прогноз на следующую неделю с 10 по 16 августа. Давайте посмотрим, какая она будет эта неделя, что карты подскажут, где-то, может быть, острые моменты покажут, где-то душевные, хорошие моменты. Итак, неделя с 10 по 16 августа, и у меня в руках старшие арканы, и старший аркан будет отвечать за общий фон, один старший аркан, следующей недели. Вот эту вот карту беру. Дальше послание стихий, почитаем ее, что она скажет с 10 по 16 августа. И гексаграмма «Книга перемен». Почитаем эту карту в конце расклада, после всего расклада, да, что здесь карты скажут, что она скажет. Все будем знать. Вот такая вот карта. Угу. Начинаем с общего энергетического фона. Колесница. Карта колесницы, это значит, что дорога движется, жизнь идет, и еще и будут какие-то интересные перемены, потому что все-таки колесница это двойственная карта, здесь две лошадки, да, где-то темная лошадка, где-то светлая, где-то будет не очень хорошо, будем смотреть по мечевой масти, вот, но в принципе жизнь идет, дорога движется, неделя будет интересной, мало того, что колесница выпала, да, что мы идем, никуда не останавливаемся. Так еще и середина августа у нас, получается, что солнечный сезон, да, это когда лев выходит в свой самый яркий золотой пик. Вот лев, да, сезон льва получается. Это время, когда отступает любая неуверенность, и на первый план выходят практические, земные вопросы. Но здесь на первом плане еще должна быть такой вот, знаете, забота о своем здоровье на первом плане. Оформление каких-то будут важных документов тоже, важно это будет. Возможно, у кого-то будут крупные покупки. И наведение идеального ритма, идеального порядка в жизни тоже, вот как вот в этой неделе, да, вот в эту неделю. Знаете, она интересная, она шебушная, она именно вот такая вот, что ты задумал, и ты идешь к этому. Угу. Давайте смотреть, да, что я сейчас хочу еще с этой колоды дополнительный добавить для старшего аркана. Что еще они скажут по общему фону? Но общий фон открытый. Открытый. Дороги открыты. Действуй, планируй, гордо иди, решай свои вопросы. Десятка пентаклей, хорошая карта. Королева жезлов, огненная королева. И тут тоже выходит колесница. Так что неделька, да. Лев будет играться в хорошие игры, в яркие игры вместе с нами. Вот так можно сказать. Смотрите, общий фон здесь еще... Энергия структуры правит, ясности, уверенности в себе, раз тем более еще две карты, две колесницы выпали. Август в эту неделю дарит нам период еще и растущей луны, получается, да? И этот период очень идеально подходит для любого роста, созидания и старта. Общий фон недели невероятно теплый. Вот невероятно теплый. И леди здесь горячая такая вот выходит, жезловая королева. И пентаклевая карта, десяточка. Это семья, дом, стабильность. На работе неплохо так. Должно быть, во всяком случае. Сейчас везде посмотрим. Смотрите, если в начале месяца, вот если смотреть, да, вот по тем раскладам, что были для неделей, начало месяца было
было такое, что вас могла преследовать какая-то неопределенность чуть-чуть там где-то, да? Ну вот смотрите, 2 колесницы, это значит туман рассеивается. Люди вокруг становятся более открытыми, ну где-то даже щедрыми и готовыми к диалогу. Поэтому у вас очень многое может получиться именно на этой неделе, что вы задумали. Вот реально действуйте, дерзайте, хочется сказать. Это идеальное время для того, чтобы заявить о себе. Ну, еще раз скажу, навести порядок в делах, в доме в своем, да, конкретно так. И почувствовать себя хозяином своей жизни. Ну, наконец-то как-то так. Вот с самого начала. С самого начала карты это говорят. И знаете, по 2 колесницам, ну и жезловая такая королева, да, скажите, вот прямо сейчас. Я знаю, чего хочу, и уверенно иду к своей цели. Уверенно иду к своей цели. И я знаю, чего я хочу. У вас получится. У вас много получится чего. Хорошего. Только хорошего. Так, ну давайте смотреть жезловую масть. Это планы, реализация, действия, встречи, поездки ваши, да, следующей неделе. Что здесь карты скажут? 7 баррикада такая. Сейчас будем рассматривать ее. Вот такая карта выходит. Итак, ну раз она вышла с колесницы, это значит будет прорыв после какого-то, да, застоя, либо в каких-то делах, либо вообще что-то такое, знаете, как вот было что-то такое, когда же закончится, вот такие вопросы вы задавали, может быть, или когда же наоборот начнется уже, вот что-то такое, вот как в ожидании, как чуть-чуть в застое, я не вижу, чтобы было много застоя, все равно человек двигается куда надо, да. Вот. Но в эту неделю реально как будто что-то наконец-то сдвинется. Что-то действительно поменьше станет, то, что вас тревожит, либо даже закончится, да, а что, к чему вы стремитесь, то наконец-то даст обороты. Так, дальше. Здесь планы. Здесь какие-то дела у вас будут, какие-то важные инстанции посетите. Что еще по этой карте вижу? Если у вас затянулись какие-то действительно юридические вопросы, ну какие-то там оформления, да, оформление договоров, может быть даже паспорт кто-то переоформляет или что-то делает с этим, да, может документы в какие-то учебные заведения подаете, визы, бумажные дела вообще какие-то любые, на этой неделе вы получите абсолютный зеленый свет, я вам скажу. Вы выходите из баррикады, вы как будто бы вот прорываетесь по этой колеснице. Да, было ожидание, были какие-то непонятные вопросы, решения, какие-то продвижения, но здесь идут наконец-то вот эти продвижения. Поэтому зеленый свет вам в этом вот дан, да, открыто. Что еще? Кстати, карты, давайте вот эти еще достану. Карты говорят, троечка пентаклей в работе, в делах. Король жезлов выходит, такой жезловый тоже огненный король. Решение вопросов, когда за, против, когда вот, взвешиваешь, и все-таки приходишь к чему-то определенному. И солнышко, действительно солнечный лев такой вот в вашей жизни, наконец-то наступает с этой неделей. Так, по вот этим картам, ну что нужные, скажу так, что нужные двери будут открываться легко, там, где надо будет. Если что-то пойдет вдруг не так, вот ни в коем случае не переживайте. Значит, вас что-то тормозит. Но с хорошей стороны. Значит, вам не дают идти туда, что-то заканчивать, либо начинать, для того, чтобы вы именно в свое время начали, чтобы оно действительно было прогрессом, вот чтобы вам нравилось. Значит, есть какие-то препятствия, которые вы с Божьей помощью, скажу так, да, с помощью Вселенной обойдете. Но все равно
Дерзайте, идите, двери открываться легко будут. Так, а вот, да, кстати, по солнышку, вот по королю, да еще и после троечки, когда вот тут разговор идет такой, да, когда надо что-то решить, что-то заработать, что-то наоборот вложить куда-то. Здесь еще и по солнцу. Ну, скажу так, что люди будут к вам очень лояльно относиться именно на этой неделе. Специалисты, какие-то, может, чиновники, да, проявят к вам, ну, скажу так, лояльность. Неплохо, неплохо по картам. Так что решайте вопросы, советуйтесь. Все прекрасно. Так, что еще? Давайте посмотрим по жезловой масти. Чем еще заняться, где реализовываться, куда ехать, куда ходить, да? Так, опять королева жезлов, прекрасно. Император, императрица и паж кубков. Так, если смотреть, ну, например, здоровье, красота, да, ну, потому что императоры, королева, императрица, это как личное что-то, вот, каждый себя как ощущает. Здоровье, красота, но здесь это лучший момент, скажу так, потому что душа будет радоваться по каким-то даже мелочам, по пажику кубковому. Это лучший момент в этом месяце, чтобы заняться своим телом, скажу так. И тем более еще будет растущая луна. Что еще вижу? Если вы откладывали визит к какому-нибудь, ну, допустим, врачу или еще куда-то, да, может, стоматолог, там, массаж, вот эта неделя записывайтесь, идите, не раздумывая, будет все превосходно, то, что надо, вам покажут, расскажут и сделают. Вот. И еще хочу сказать, раз такие карты вышли, что все процедуры, если по здоровью, да, смотреть, начатые на этой неделе именно, пройдут легко, принесут колоссальную пользу, а вот ваш организм, он как раз-таки настроен на обновление. И именно сейчас вы сможете себе вот это позволить, и вы будете очень довольны. По поводу каких-то встреч еще давайте посмотрим. Ну, это умеренно. Куда-то поедете, куда-то отложите, это уже по собственному желанию. Высшие силы с вами. И, кстати, будут и подсказочки какие-то. Ну, вот король мечей, с мечевым королем о чем-то будете говорить. Высшие силы и иерофант. Тут вообще действительно неделя прекрасная. Острые, говорю, моменты тоже разберем, ну, чтобы, не дай бог, на них не наступить, как на грабли. А так хорошо, все, настраиваемся и живем в радость. Вот так. Поездки будут, какие-то встречи тоже будут. Это уже как у каждого свое. Ну, нормально, неплохо. Пентаклевая масть, финансы следующей недели. Опять этот грибок. Вот такая вот карта. Ну, что могу сказать? Если такая карта, денежки-то у вас есть. С 10 по 16 вы ждете зарплаты, дохода. Скорее всего, будет после 16 у многих из вас. Зарплата и доход. И может, да, что-то не хватать. Мне надо туда, мне надо сюда. Но все равно я вижу у вас очень хорошую покупку. Может, то, что откладывали, будете тратить. Ну, по пентаклевой масти здесь больше как, тем более с колесницей, с общим фоном, я вижу, что вы больше будете переживать за денежки, чем реально получать возможности. Вот возможности у вас заработать, начать что-то, да, они будут. Вот есть еще какая-то, может быть, неуверенность у вас, да, которая может немножко тормозить. Поэтому и карты говорят: давай, не переживай.
Не надо, чтобы неуверенность была. У тебя все будет, у тебя все получится. Сильно много денег, да, не тратьте. Вкладывайте только в то, что действительно важно. Знаете, не тратьтесь по вот этой карте по мелочам, но и в то же время вкладывайтесь по-крупному, если вам это выгодно. Допустим, у вас запланирована какая-то покупка именно в эти числа. Все будет прекрасно. Если вы себе еще не уверенно чувствуете вот себя, да, вот я хочу и в то же время не хочу, все, тогда откладываем на время. Вот. Но по мелочам. Вот мелочи, да, мелочи не принесут удовольствия. Там какие-то безделушки, какие-то лишние хлопоты. Вот это не эта неделя. Иногда это приносит удовольствие, здесь только переживать будете, зачем я туда истратила, и посчитать, это уже большая сумма, ничего не вижу. Вот такое вот будет еще. Так, беру эту колоду, смотрим. Шестерочка. Вы много даете, много вкладываете и будете получать. Шестерка пентаклевая. Выход из каких-то проблем финансовых у вас идет, шестерка мечей. Вот она, пятерка пентаклей, и тут она выходит. Выход. Шестерочка говорит, у вас выход есть из каких-то пентаклевых затруднений, денежных затруднений. И вы идете на радость в доме. Десятка кубков. Кого-то порадуете, себя порадуете, сможете даже отложить и куда-то заплатить наконец-то. Кстати, кто-то вам может долг дать в долг, но тоже тут будьте аккуратнее. Если доверяете, верите, да, можно брать в долг, если нужно, конечно, вам по каким-то причинам. Если есть сомнения, опять же, подумайте еще раз. И лучше на этой неделе с кем-то еще и посоветоваться. Все-таки двойственная лошадка вот эта, да, она говорит, что есть еще человек, который тебе тоже подскажет. Вот найдете в течение недели вот таких людей. Кто-то там что-то скажет, кто-то по другому вопросу. Финансы, материальные блага, да. Здесь открывается, в принципе, потрясающий коридор возможностей. Вот. Но самое главное, что вы выходите из пустоты и из потерь каких-то финансовых, действительно, вот выходите, наконец-то. Но вы много себя вкладываете, вы много отдаете. Вот, наконец-то, начинаете получать по чуть-чуть. Так, шансы будут какие-то, крупные, мелких. Вот я говорю, мелочь, все, убираем. Так, что еще? Когда, если две карты соединить, пятерка пентаклей и отшельник, в долг можно брать, но лучше не давать. Как-то так. Ваше при вас должно оставаться. Угу. Мечты. Мечты по мелочам не раскидывать. Выходите из сложностей, переступаете какой-то барьер. И получаете туз кубков. Да. Еще раз по вот всем этим картам хочу сказать, если вы действительно планировали, именно планировали, и уже все вот определились, или начнете планировать и к концу недели определитесь, но определитесь, вот это самое важное. Крупные какие-то серьезные покупки, бытовая техника, гаджеты, там, не знаю, автомобиль, да, еще что-нибудь, участки земли, может быть, даже, а что? У каждого своя жизнь, вон какая колесница колесит, куча еще впереди, да. Мебель, может быть, инвестиции, еще раз скажу, в какое-то обучение для кого-то, для себя. Вот как раз эта неделя именно вот для этого подходит. Но мелочь нет, никаких мелочей. Вы сможете найти качественное, что вам понравится, определитесь с ценой, в общем, нормально. Премии какие-то будут, но либо в конце недели, либо уже вот вы себя, так, карту я то убрала уже, шестерочка пентаклей выходила,
Вы себя вкладываете, чтобы действительно дожить, дойти, как говорится, до какой-то премии. Вот у кого-то премия, я вижу, будет. Но опять же говорю, либо в конце недели, либо на следующих неделях даже, может быть, или просто на следующей неделе. Какие-то бонусы вижу, вы зарабатываете, и вы к ним идете. У кого-то будет... Так, это семерка пентаклей и прорыв, ожидание прорыва. Это рыцарь жезлов. Это значит, что у кого-то будет предложение очень неплохое. Ну, какая-то, может быть, новая работа, может быть, более доходная должность появится для вас. Если вы ищете действительно работу, смело ходите на собеседование, ну, вот такое. И скажу так, что ваша харизма сейчас, вот на этой неделе с 10 по 16, она вообще будет на высоте. И вас очень сильно и хорошо, и нужные люди заметят по рыцарю жезлов. Так что то, что вы ждете, вот оно идет к вам. Ну и вам тоже надо будет, да, себя проявлять. Вам надо тоже будет себя проявлять. Ну, в общем, тут по финансам скажу, по пятерочке, да, и колеснице. Продвигайтесь, идите, вы на линии успеха. Больших денег вы получить как будто бы вот не сможете, но и в то же время вы выходите из пустоты. Поэтому радоваться здесь, да, нужно. Даже если что-то будет по поводу финансов не получаться сильно уж, все равно что-то, но будет получаться. И оно действительно завершится триумфом для вас. Вот будут деньги, будет хорошая работа. Я такое вижу здесь. Есть какая-то загвоздочка, но она выходит вот на свет. И вы разберетесь. Дальше. Эмоции. Это кубковая масть. Эмоциональный фон, отношения, встречи на следующей неделе. О, любовь. Любовь идет на следующей неделе. Отношения, любовь, какие-то вот моменты свиданий, моменты радости, получение денег, получение каких-то обещаний. Да, вот такое вот по этой карте вижу. Ну, смотрите, энергия этой недели очень зрелая по этой карте и гармоничная. Знаете, вот по этой карте хочу сказать, что прошлые обиды, они уходят, уступая место взаимному уважению. Ну, такая карта, ну как это? С 10 по 16 вообще супер. Смотрите, если вы стоите в отношениях уже, да, вот сейчас, то на этой неделе вы почувствуете удивительное единение со своим любимым человеком. Но это как бы прекрасное время для совместных планов, для обсуждения крупных покупок, опять же, для совместного отдыха, куда вы захотели поехать или резко, спонтанно взяли и поехали куда-то. Или перехода на новый уровень, например, решение у кого-то будет, ну, принято жить вместе, да, если вы только встречаетесь, то вот какое-то решение будете принимать, интересное, обоюдное. Хорошая неделя, очень хорошая. Если вы одинокая сердечечка, да, то карты обещают, ну, по этой карте знакомства. Очень хорошее времяпровождение, веселые компании, новое знакомство, да, тут может быть очень интересное. Ну и это знакомство, кстати, вот по этой карте. Ну, давай дополню сейчас. О, какая карта выходит. Знакомство может начаться с какой-то мимолетной страсти, нечаянного свидания. И, знаете, как вы почувствуете, вот, ну, две карты такие выходят, вы почувствуете такое глубокое родство душ. Может быть, вы просто так еще только посмотрите друг на друга, и уже энергия будет вас вот притягивать друг к другу. Потихонечку
Ну вот такое. Знаете, вы встретите человека, с которым будет невероятно интересно общаться сначала, потом что-то большое начнет зажигаться, а может даже и сразу такая страсть. Есть такое, есть. Вот. Если только общаться, то это общение 100% перерастет в крепкие и надежные отношения. Вот у кого-то вот это будет. Еще что карты скажут по поводу эмоций. Высшие силы выходят. Они с вами. Они с вами. Они что-то для вас задумали. Что-то задумали. Пятерочка мечей. Это... Ну да, могу вот здесь с 20-м арканом сказать, что это победа над какими-то завистниками, над какими-то ложными людьми, над какими-то ложными надеждами даже. Вот какая-то ложная надежда есть, ну или надежда, да, и ты понимаешь, что все это уже не мое, и переступаешь этот порог. Начинаешь действовать по-своему, принося себе радость в эмоциях. Эмоции хорошие, это карта влюбленные. Вот. Но тот, кто из вас, может быть, там кто-то еще вот скажет, да я не хочу никого встречать, допустим, да, сам по себе живу, все равно кого-то, но встретите. Вот интересного собеседника, либо человека, который будет на вашей волне, может быть, или обсуждать вопрос будете. Ну, действительно, вот как родственные души. Это тоже принесет очень много хороших эмоций, которые подстегнут вас к чему-то хорошему и улучшат состояние здоровья. Дальше давайте смотреть. Это мечевая масть. Острые моменты, ну какие-то предостережения. Сейчас будем все это рассматривать. О, мечевой король. Мечевой король выходит. Так, но если мечевой король выходит, это значит, что не будь в напряжении сам по себе, расслабься. Вот это самое первое, что хочется сказать. Сейчас тогда, раз король выходит, достану сразу же отсюда еще карты. Звездочка, королева чаш. И десяточка выходит все-таки на острые моменты, выходит десятка мечей. Но тут и звезда есть. И королева с королем, да? Так, на что все-таки стоит обратить внимание? Чтобы неделя реально прошла идеально гладко. Вот так вот. Но мечевая масть здесь советует избегать лишней самоуверенности. Вот как бы да, вы уверенный человек, самоуверенный, но пусть это будет с хорошей стороны, да, потому что человек должен быть уверен, а не там где-то как-то. Но лишняя самоуверенность, если она вдруг появится, вот ее надо сбросить, потому что она может наломать дров. Еще что, не бегите, вот без лишней спешки и суеты. Самое главное, вот не надо бежать. Разберитесь, уладьте, если что-то будет, какой-то может быть конфликт вот с какой-то женщиной или с каким-то мужчиной, да. Уладьте легко, спокойно, вот так вот, непринужденно, потому что лишняя спешка, лишние какие-то эмоции, которые вот спонтанно, ну, злые могут появиться, да, эмоции, они могут многое что разрушить, и звездочка временно еще дальше отойдет. А у вас путь интересный, скажу так, и события очень интересные по звездочке. Так, что еще здесь? Вот по этой карте, если у вас в руках вот этот, ну, типа меч здесь, да, а у вас, допустим, руль, машина, на дорогах за рулем будьте очень аккуратны. Ну, просто соблюдайте правила, да, никуда не торопитесь, не перегоняйте, не обгоняйте другие машины, не пытайтесь, ну, потому что... Да вы успеете везде, просто аккуратнее, будьте по десяточке, аккуратнее, пожалуйста. Вот это есть такое.
У тебя звездный путь очень хороший, длинный, интересный, но не торопись. Да, будут какие-то советы, будут какие-то желания такие, да, вот, ой, надо быстрее, да, мне надоело вот здесь. Не торопитесь. Вы потом даже спасибо скажете самой Вселенной, что вы вот не торопились и, ну, как это сказать, не попали в какую-то сложную ситуацию. Да, это может вот очень сильно, вот, как если вы машину водите за рулем. Если смотреть быт, да, просто быт обычный, там, не водите вы машину, нет машины, толком, может, никуда и не ездите, а может, и ездите только на общем транспорте. Но здесь тогда, вот по вот этому мечу и десяточке в сочетании с четверкой, будьте аккуратнее с техникой и электроникой. Да, вот это. Ну, там, не знаю, мясорубка, не знаю, там, бур, может быть, вы буром что-то делаете, да. Ну, такое, которое подключается к электричеству. Вот с этой техникой будьте аккуратнее. Вы в руках это держите, электричество в руках, будьте аккуратнее. Вот. И даже простое могу сказать здесь по этим картам. Не оставляйте гаджеты, телефоны на краю стола. Проверяйте, плотно ли закрыты краны у вас там, где надо, да? Вот такое еще может быть по вот этим картам. Ну, карты советуют. Сейчас еще одну. Ну вот есть и рыцарь мечей, такой на мечах, да. С одной стороны может многое сделать, решить, с другой стороны не надо торопиться, потому что можно упасть в любой ситуации. Не только реально упасть, а вообще. Так, знаете, если кто-то из коллег на работе, из соседей или каких-то родственников, да, попытается навязать вам спор, вот я говорила, что найдете человека, с которым реально поговорите по душам. Но кто-то может влезть все-таки. Ну, завистников-то много, либо таких каких-то вот я лучше, чем ты, нет, я прав больше, да. Вот если будут навязывать вам какой-то спор, не тратьте свое драгоценное время. Знаете, ваша энергия вот на этой неделе, она слишком дорогая. Вот да, сами себе так скажите, моя энергия слишком дорогая. И чтобы тратить ее на пустые дискуссии, это просто не ваше. Просто улыбнитесь и останьтесь при своем мнении. Ну и все. И не доказывайте ничего. Ну вот как-то так. Что еще? В принципе, все. В принципе, для этой недели все. Если будете по поляне где-то ходить или по песочку, аккуратнее не наступите на что-то острое. Смотрите под ноги, если босиком будете. Тут тоже это увидела, почувствовала. Так, ну давайте смотреть послание стихий. Двойка земли. Двойка земли – это выбор, да, это практичность и выгода. Практичность и выгода – это прекрасно, но выбор, да. И по колеснице тоже, я же говорила, тут две лошадки, да, что-то придется взвешивать, что-то, допустим, ну как-то где-то себя остановить, где-то все-таки вперед идти, рискнуть. Ну такое вот. Одна такая дорога, другая такая, и выбор будет. И двоечка земли тоже говорит, выбор у вас будет, но вы идете вот на практичность и выгоду. Тем более карты высших сил здесь хорошо таки выходили, они будут с вами. Выбирайте с точки зрения максимальной пользы. Даже эта карта говорит максимальной пользы, а не по каким-то там мелочам. Даже эта карта после всех вот это вот вам сказала. Вот здесь так. Так, что еще хочу сказать? Давайте сначала гексаграмму прочитаем, а потом еще итог по вот этой колоде посмотрим. Так, гексаграмма.
Что у нас тут? Начальная трудность называется карта. Когда бушует ураган, нет смысла с ним бороться. Разумнее укрыться и переждать. Не знаю, сейчас будем смотреть по поводу вот этого всего. Что здесь скажут? Может быть, совсем не сочетается. Будем разбирать. Так, здесь пишется вот, не знаю, что это. Дополню, еще узнаем. Но вы себя, может быть, кто-то из вас узнает по этой гексаграмме. Увы, тут пишется, неудачи и трудности преследуют вас. В ближайшее время ваши дела будут в плачевном состоянии. Вперед продвинуться пока не удастся. Придется прилагать усилия даже для того, чтобы не отступить. Ваши желания сейчас идут вразрез с возможностями. Ваши чувства слишком противоречивы. Не полагайтесь на свою интуицию и тем более на везение в ближайшее время. В денежных делах возможен упадок. Будьте экономнее, ведите скромный образ жизни. Новые дела начинать не следует. Если же они уже начаты, постарайтесь свести убытки к минимуму, а еще лучше поверните назад. Не отчаивайтесь, со временем все изменится к лучшему. Пока же запаситесь терпением, чтобы переждать этот трудный момент. Это что-то с чем-то. Такой гексаграммы у нас еще не выпадало. Да, она похожа, вот эта гексаграмма, вот на эти две карты. Вот на эти две. Здесь как бы вот тоже пентаклевая пятерочка, да, это, ну вот как в классике, это больше как пустота, ну что-то типа этого, когда ты вот вроде бы все валяется, там есть и денежки, ну как пусто. А здесь как баррикады, да, такие вот, ну хочется и вид такой вот туда куда-то убежать, прошмыгнуть, как говорится, вплавь добраться, но ты до сих пор еще от чего-то оберегаешься. Ну вот такое. Так вот, эта гексаграмма, меня аж мурашки, но она описывает то, что вы переживаете. Может быть, не все, может быть, кому-то это важно вот слышать, да, что вы переживаете. Может быть, даже до сих пор. Или было у вас такое в жизни, что вы прошли этот этап, и так хочется вот с этой колесницы уже рвануть, чтобы действительно что-то где-то началось, что-то где-то наконец-то закончилось. Но эта гексаграмма — это вообще супер. Она говорит о том, что вы действительно пережили или переживаете даже вот эти периоды неудачи, трудностей, и как будто бы вас это преследует. Единственное, что скажу, эта неделя — переломный момент. Переломный момент. И если вы будете думать именно, как здесь написано, как будто бы это ваши мысли, ваша жизнь на сегодняшний день, то оно и будет продолжаться. Если вы будете думать, если вдруг увидите, да, что все-таки свет в конце туннеля все-таки есть, и вы идете по белой лошадке, а не по черненькой, которая вот здесь вот описана, то вы выходите на эту белую лошадку, делаете выбор, вот эта карта говорит, делаете выбор. И действительно, с точки зрения максимальной пользы, вы выходите в свою выгоду. Вот как эта гексаграмма решила все обосновать. Видимо, знаете, почему она здесь вышла? Потому что неделя действительно вот этого огненного льва, ну, когда он вроде как заканчивается уже, но он сейчас в самой силе. И этот период он хочет показать, да, эти карты этого периода хотят показать, что ты имеешь возможность выпрыгнуть вот с этой вот наболевшей темы. Вот что здесь написано, вот с этой наболевшей темы. Это не будет тебя преследовать, если ты сам это откинешь, психологически даже. Видимо, карты захотели вас именно сейчас, ну, как-то толкнуть, что ли, да, как-то, не знаю, просто реально как спихнуть, как пинок под зад, да, извините за эти слова дать. Вот такое вот. Потому что человек, да, действительно иногда так хорошо, у меня так плохо, вот нож еще в руках такой, да, у меня все вот это вот нервирует, все плохо, там гремит, там шумит, там какой-то человек стучит вечно. Ну вот что-то типа этого. Да, многое может еще быть в этой жизни.
многое вас будет расстраивать. Но, видимо, эта неделя — это переломный реально момент для вас, чтобы вы вышли вот из этого, что здесь написано. На следующей неделе будем опять гексаграмму читать. А вот что она скажет, посмотрим. Что она скажет после всего. Но здесь, конечно, да, здесь написано: не отчаивайтесь, со временем все изменится к лучшему. Так оно уже себя настраивай на белую лошадку. Прямо вот просто сейчас я итог посмотрю по вот этим картам и посмотрим, что сказать там, может быть, карты подскажут. И у вас уже лучше идет. Вот. И, ну да, терпение, оно всегда в жизни нужно. Но здесь прекрасная неделя изменений. Прекрасная неделя, когда голодный человек, одинокий голодный, наконец-то начинает жить, оживать. Ну как голодный? Ну да, голодный человек, там, не знаю, растение без водички, да, наконец-то его полили, и оно начинает оживать. Вот эта неделя ваша. Да, здесь такое написано. Иногда, да, ваши чувства действительно слишком противоречивы. То так, то так. То хочется белой лошадки, то опять черная, да? Нет, у вас вот сейчас как толчок какой-то прямо. Вот так и так, да, толчок. Вы как будто бы вот в нужное время, в нужном месте вот сейчас оказались, да, и слушаете это. Или же, ну что карты хотят сказать, или же вы действительно на следующей неделе, ну вот на этой неделе, да, с 10 по 16, окажетесь именно в том моменте, в той ситуации, где действительно нужно чуть-чуть по-другому поступить, чтобы вот это все, что у вас бушует, да, вот здесь написано, бушует, когда бушует ураган, наконец-то ушло. Да, рядышком, может, что-то и будет идти, но я буду, скажите, на белой лошадке. Ну, как-то так. Такого еще, говорю, не было, но, видимо, время пришло. Видимо, время пришло это прочувствовать и отпустить, либо выкинуть. Вот так. Ну, давайте посмотрим итог. Да. Но я скажу так, что по мечевому тузу, туз мечей, вы после всего этого... Ой, чуть не обожгла карту. Вы после всего этого режиссер своей жизни. Могу так вас назвать сейчас. И, кстати, я себе не имею права гадать, как говорится, да, как говорила моя бабушка. Но когда я вижу вот эту информацию, я для себя тоже что-то беру. У меня тоже вот такое есть сочетание. И мне это тоже очень, кстати, полезно, хотя бы вот рассказывая то, что энергия дает для вас, да, я кое-что себе и тоже беру. Поэтому вот этот туз мечей, это как сами высшие силы посвящают вас в режиссера своей жизни. Это как будто бы вот финальный итог, да, перехода из плохого в хорошее. Правосудие идет в вашу жизнь. Ты выбираешь правильный путь, правосудие. Паж Пентаклей, новые возможности, отшельник и исполнение желаний. И возвращение того, чего ты долго ждал, восьмерка кубков. Что-то уходит наконец-то, и что-то возвращается, приходит. Ну, смотрите, итог какой. По всем картам. Вы действительно... Вот карты говорят, что на этой неделе вы действительно полноправные хозяева своей судьбы. У вас будет достаточно сил, ресурсов, вдохновения, чтобы направить свою жизнь вот такую вот нормальную, да, в нужное наконец-то русло. Вот ну, по всему раскладу тут покупки, медицинские вопросы, ну, вот это вы будете делать. Но вот получается, понимаете, оно как бы вам там не казалось, что может что-то не так или не получится, вы потом увидите, что это завершится триумфом. Какие-то, да, медицинские покупки, дела по работе, по личным отношениям. Что еще? А знаете, давайте так.
по всему вот этому раскладу скажите вот сейчас, за мной повторите, себе и всему миру, даже можно сказать, просто вот так ощущая, ну такое вот. Я действую спокойно, уверенно и выбираю для себя самое лучшее. Обычные слова, но они будут весомые. Я действую спокойно, уверенно и выбираю для себя самое лучшее. После этих слов, знаете, как вот не бойтесь брать инициативу в свои руки. Идите к тому, туда, куда нужно вам. Там, подписать и все такое. Знаете, Вселенная полностью на вашей стороне. Это однозначно. Двоечка кубковая выходит. Вселенная на вашей стороне. Так, не падайте. Четверка пентаклей, ну это вот, да, Вселенная на вашей стороне. Потому что четверка пентаклей — это жадность, это мое, значит, мое. Вот такое вот. Восьмерка мечей — это когда ты, да, действительно вот в таком состоянии, как в клетке. Но восьмерка мечей — это еще и наконец-то открытие. Ты выходишь, у тебя есть возможность срезать путы в своей жизни. Так, семерка — это обман какой-то был, но обман меняется, обман, ситуация подвешенная, ситуация, когда очень сильно много себя мучаешь мыслями какими-то или какими-то действительно загруженностью, но идет и 13-й аркан, а 13-й аркан — это трансформация всего вот этого, что тебе не нравилось, но в твоих руках. Но в твоих руках. Что я могу сказать? Финал вот такой этого расклада. Он сегодня вообще какой-то сногсшибательный с самого начала. Смотрите, это солнечный прогноз у нас получился. Вот такой вот какой-то солнечный, да? Как будто вот эта колесница, вот это солнце и несет. Что хочу сказать сейчас. Вы действительно справитесь с какими-то трудностями, которые у каждого из вас вот бывают, да? Но если вы будете себя сильно-сильно грузить, вот эта неделя может не вывести вас во что-то хорошее. А если вы это отбросите и скажете для себя какие-то такие, ну, такие весомые по душе слова, да, что да, у меня получится, и я выхожу из этого. И все, и вы выходите из этого. Даже если что-то вокруг вас будет не так, все равно в вашей жизни будет новый интересный путь. В каких-то мелочах, может быть, само по себе что-то исправится. А какие-то сложные вопросы, да, вы с ними потихонечку разберетесь. Ну вот как-то так. Ну смотрите. Кстати, напишите в комментариях, чтобы еще и подкрепиться сюда к этой энергии. Вот, чтобы она вас в лучшее увела, как говорится, да. Можете даже написать в комментариях, планируете ли вы на этой неделе заняться чем-нибудь, здоровьем там, или какими-то покупками, или какими-то поездками. Вот. Ну и если не трудно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно, может быть, сохраните даже себе это видео, чтобы еще раз его просмотреть, потому что здесь и есть подсказочки, реально подсказочки есть, что надо сказать и что надо думать для того, чтобы реально получить свою жизнь, хорошую наконец-то. Хотя бы по чуть-чуть, да, по чуть-чуть, как пазлы судьбы. Желаю вам самого всего прекрасного, настроения, удачи, сияйте, как августовское солнышко. Вот это хочу вам сказать. Трансформация идет, расклад удивительный, и я себе тоже заметочки здесь сделала. Так что будем на связи, посмотрим еще, что будет говориться в других колодах, в других картах и на следующей неделе. Вот. До встречи, да? Я с вами не прощаюсь, увидимся, услышимся. Всего доброго. И пишите в комментариях, что вы вообще для себя, может быть, даже поняли, взяли, что вы хотите. Мне будет очень приятно почитать, а у вас это будет связь с энергией, с потоком хорошего. Все, всего доброго.